Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Нефть по 200 за баррель и глобальный экономический кризис, если война на Ближнем Востоке затянется на 100 дней, обозначенных Трампом. Топливо и нефтепродукты уже подорожали на 10, 20 и 30% по всему миру, а это пока эмоциональная составляющая. Момент реальной нехватки нефти на рынке еще не наступил. Александр, каковы перспективы и как это использовать России? Давайте, говоря о перспективах, вспомним далекий 2008 год. В далеком 2008 году нефть дорожала до отметок выше 120 долларов за баррель. 120 долларов за баррель 2008 года, как очевидно, совершенно не равны 120 долларам за баррель 2026 года, в котором мы с вами сейчас, собственно говоря, обитаем. Страшно сказать, но с того момента уже 18 лет прошло, как нефть стоила 120 долларов в 2008 году. И если мы будем с учетом инфляции переводить те цены, то сейчас мы получим не менее 180 долларов за баррель. То есть те 120 это более, на самом деле, 180 долларов за баррель сегодня. В этом смысле нефть по 200 не является чем-то невозможным, чем-то небывалым, чем-то, чего никогда никто не видел. Нечто подобное мы, собственно говоря, не так давно и наблюдали. Да, я понимаю, что, может быть, некоторые наши слушатели, наши зрители сейчас, может быть, и родились после 2008 года, кто его знает. Но, дорогие друзья, в общем-то, эмоционально 2008 был не так уж и давно. Видели мы это все дело. Тогда многие радовались, многие делали прогнозы, и это важно для нашего дальнейшего повествования. Многие делали прогнозы невероятного роста российской экономики, исходя из тех цен на энергоносители. Некоторые наши компании говорили о триллионных и триллионных капитализациях. Но потом пришла вторая половина 2008 года, и все начало сыпаться. Все начало сыпаться по банальной причине. Наступил мировой экономический кризис. Притом, по большому счету, он наступил еще в 2007 году, когда начал сыпаться рынок ипотечного страхования в Соединенных Штатах Америки. Вдруг неожиданно оказалось, что надежные вложения не столь надежны. Оказалось, что это все еще связано с массой проблем, которые к тому моменту были накоплены Европой, Америкой и многими другими регионами мира, и мировая экономика начала падать. И падение было не очень значительным номинально, но довольно болезненным, если говорить про каждую отдельную страну. Про каждую отдельную страну в частности, и если мы будем разбирать влияние этого кризиса на энергопотребление, в конце концов, цены на энергоносители и на ту динамику роста мировой экономики, которую мы наблюдали, да, собственно говоря, все последующие годы до настоящего момента. По большому счету, вот все эти 18, считайте, лет, которые прошли с 2008 года, мы до конца не преодолели тот самый кризис. А сейчас цены на нефть поднялись выше 90 долларов за баррель, если мы говорим про нефть марки Brent. И по отдельным сообщениям, отдельные грузы нефти марки Urals торговались тоже по этой цене в порту получения. Пока мы не видим подведенной статистики, просто потому что она идет с лагом в 3-4 дня, но в общем и целом выглядит, не сказать, чтобы невозможно, особенно если учесть, что нефти местами начинает не хватать. И когда мы говорим про то, что текущий рост цен – это эмоциональная реакция рынка, то отчасти это будет правда. Но нужно сказать, знаете, но это А. А теперь надо сказать Б. И, собственно говоря, Б, или второй пункт, это следующее соображение, что после эмоциональной реакции рынка может последовать уже реакция на фундаментальные факторы, на изменения фундаментальных факторов. Собственно, мировой рынок нефти зависит от двух крупных групп факторов. Первое – это можно назвать эмоциональные, информационные, спекулятивные. Это все будет одна и та же группа факторов, которые, по сути, выражаются в неких ожиданиях от скорого будущего, вызванного текущей новостной повесткой и прогнозами, которые на эту повестку накладываются. Вторая группа факторов – это фундаментальные факторы, то есть баланс спроса и предложения, себестоимость добычи, вот то, что можно взять, посчитать, то, что реально может существовать.
Не ожидание чего-то там, а то, что в реальности. И, к сожалению, последние годы влияние вот этих информационных факторов становится все больше и больше. А сейчас, в период возросшей неопределенности, то есть не сказать, чтобы до этого все было понятно, но сейчас возросла неопределенность. В условиях возросшей неопределенности влияние вот этих информационных факторов еще больше увеличивается. То есть люди не понимают, что будет завтра, а тем более не понимают, что будет через месяц. То есть вы покупаете, условно говоря, фьючерс на месяц вперед. И вы, опять же, условно говоря, вроде как должны, на самом деле не очень должны, но вроде как должны представлять себе, зачем вам этот фьючерс и сколько, по идее, будет нужно нефти в этот момент вам персонально, сколько нефти будет на мировом рынке вообще и сколько будет нужно нефти мировому рынку вообще. То есть ваши желания, объем предложения совокупный, желательно и на мировом рынке, и у вас вот в вашем узком сегменте этого мирового рынка. То есть нужно понять, какое будет предложение, ну и нужно представлять, какой будет спрос. Это представляете, насколько тяжело это понять сейчас. Что будет с предложением? Все внимательно смотрят на Ормузский пролив, который якобы, по словам Дональда Трампа, открыт. Ну, потому что мы потопили все корабли военно-морских сил. Это, если что, цитата близкая к тексту. Все корабли ВМС Ирана. И вообще они мины не выставили, так что Ормузский пролив открыт. Ребята, смело плавайте. А никто не плывет. Точнее, плывут, но... Ну, или идут, если вам так больше нравится. Но на свой страх и риск. И потом этот риск превращается в попавшую в бочину ракету или какой-нибудь беспилотник, что мы уже наблюдали. Либо это проход через Ормузский пролив по разрешению. Да, разумеется, сейчас есть разговоры о том, что Китай договорился с Ираном. Ну и понятно, что иранские танкеры могут проходить. Это все понятно, да. Но, по большому счету, значительная часть игроков не имеет возможности пройти Ормузский пролив. Точнее, даже попытаться никто, подавляющее большинство, не пытается, потому что все видели примеры. Кто-то попытался, и кто-то сейчас вынужден быстренько спасать экипаж, и непонятно, что будет с этим судном в этом самом Ормузском проливе. И никаких кораблей не надо. Никаких минных заграждений тоже не надо. Вообще это странная залипуха, извините за низкий слог, которая гуляла по российской экспертной среде, начиная с середины 2025 года. Возможно, ранее, но вот я лично столкнулся в середине 2025 года. И это залипуха, которая явно связана с позицией Соединенных Штатов Америки по этому вопросу. То есть явно там начали продвигать, что ну вы что, блокада Ормузского пролива невозможно, потому что для этого требуется выставить минное заграждение. Для этого требуется контроль со стороны военно-морских сил, а у Ирана не очень много этих самых военно-морских сил, то есть кораблей не хватит для того, чтобы контролировать все проходящие суда. И вообще обратите внимание, что есть маленький кусочек территориальных вод Омана, если что, там интересная география политическая, если присмотреться. И вот как бы рядом с Объединенными Арабскими Эмиратами непосредственно к Ормузскому проливу примыкает Оманский анклав. И вот этот Оманский анклав, собственно говоря, и порождает территориальные воды Омана, через которые якобы можно будет проходить всем судам, даже если Иран перекроет Ормузский пролив вот в своей части. Это не то, что в реальности должно было происходить, а это то, что у нас транслировалось, и, как я понимаю, наблюдая сейчас наблюдая сейчас реакцию американского руководства, то, что транслировалось в действительности из Соединенных Штатов. Мол, почему нельзя перекрыть Ормузский пролив, а вот поэтому. Невольно уже тогда возникал вопрос, а что помешает сказать, ребят, через Ормузский пролив проходить нельзя, иначе ракета в бочину. Все. Не надо минных заграждений, не надо какие-то кораблики никуда гонять. Просто говорите, ребят, не надо, ну, кто хочет попробовать, можете попытаться. И что мы наблюдаем? Собственно говоря, именно этот способ Иран и использовал. То есть не надо никакие корабли никуда гонять, какие-то мины выставлять. Кто хочет пройти через территориальные воды Омана, ну, как бы можете. Но мы предупредили, вся территория Ормузского пролива закрыта. Кстати, было бы интересно провести анализ того, как именно пытались пройти те самые суда, которые ракету или беспилотник в бочину получили.
Уж не пытались ли они воспользоваться предложением Соединенных Штатов Америки и пройти через территориальные воды Омана? Возможно так, но это им явно не очень помогло. При этом Соединенные Штаты Америки рассказывали о том, что мы сейчас будем вести суда через этот самый Ормузский пролив, будем осуществлять конвоирование, ну то есть будем просто, наши корабли будут проводить их суда. Но, как мы видим, этого тоже не происходит, а если происходит, то крайне ограничено. По сути, Ормузский пролив перекрыт. Отдельные суда, которые через него проходят, не меняют общей картины. Более того, некоторые из этих проходящих судов в отдельные сутки вообще не танкеры. То есть там пару судов прошло, то есть должно было проходить 138 судов по норме, прошло 2 судна, и ни одно из этих судов не относится к танкерам. Ну, это опять же к вопросу. А перекрытие или не перекрытие? Явно перекрытие, то есть иначе как это воспринимать? Далее. Ормузский пролив, я думаю, все уважаемые зрители уже в курсе влияния Ормузского пролива, но вдруг, если вы пропустили всю эту новостную повестку, которая из каждого утюга звучала последнюю неделю, докладываю. 20 примерно процентов всей мировой добычи нефти, либо в виде нефти, либо в виде нефтепродуктов, идет через Ормузский пролив, и примерно 20% всего сжиженного природного газа, который производится в мире, идет через Ормузский пролив. Внимание, вопрос. Как скоро Ормузский пролив будет открыт? Притом вопроса, кто может заместить эти выпадающие объемы, вообще не стоит. Физически невозможно заместить эти объемы. Те, кто пытаются увидеть в происходящем какой-то очень хитрый план Соединенных Штатов, которые решили сейчас под видом блокады Ормузского пролива захватить еще больше мировой рынок газа, нефти. Ну, на мой взгляд, вот люди, которые это воспринимают таким образом, они, ну, самую малость неправы. На мой взгляд, возможно, я заблуждаюсь, но идея была в том, чтобы просто блицкриг провести, он не удался. Явно, вот просто явно не удался. И сейчас со ссылкой на источники сообщают о том, что администрация Трампа готовится воевать 100 дней. Докладываю, дорогие друзья, 100 дней без Ормузского пролива, без объемов, которые идут через Ормузский пролив. Это катастрофа для мировой экономики. Я не зря вспоминал 2008 год и то, что тогда творилось перед кризисом. А теперь надо вспомнить то, что творилось после начала кризиса. Когда уже была не стагнация, когда было прямое падение, когда потребление энергоносителей обвалилось. Вот возьмем Европу, возьмем их ключевые показатели по индексу промышленного производства, по энергопотреблению. Мы видим, как 2008 год прям неплохие показатели в целом по году в среднем, а 2009 год как бы первый полноценный год кризиса, падения. Падение настолько существенное, что я, честно говоря, глядя на те показатели, сейчас несколько удивляюсь радости отдельно взятых персонажей, особенно в Европе, которые начинают сравнивать текущую ситуацию на европейском рынке с показателями 2021 года, которые во многом повторяли показатели 2009 года. Поясню. То есть у вас был кризис, показатели обвалились, потом было выкарабкивание из кризиса, потом была череда кризисов на мировом рынке, которые били по вам тоже. Мировой кризис 14-16 годов на рынке нефти, кризис 18-19 годов, потом 2020 год, здравствуйте, говорит вам всем, опять же обвал. Потом некоторое выкарабкивание в 2021 году, и в 2021 же году начинается новый энергетический кризис, который опять же бьет по всем. И вот многие берут, сравнивают показатели текущие 25-го, скажем, года, ну, то есть почему не 26-го, а потому что 25-й год, ну, как бы завершился, там уже можно подбивать итоги. Сравнивают итоги 25-го года, смотрите, говорят, у нас был рост. У вас был рост относительно показателей, которые демонстрировали по большому счету, что за период с 2009 по 2021 годы, мягко скажем, не очень все было хорошо в вашей экономике, потому что по ряду этих показателей вы либо практически не росли, либо просто не росли. Притом эти показатели ключевые, например, индекс промышленного производства. Александр, большое спасибо за комментарий, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на телеграм-канал в Макс Геоэнергетика и Александра Фролова. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на спонсор.ру. Спасибо, до новых встреч.